Всем привет! Меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Париже. Этот грандиозный фэшн-марафон длиной в месяц традиционно ставит заключительную точку в списке главных трендов и модных тенденций на предстоящий теплый сезон весна-лето 2023. Именно с этого значимого события в мире высокой моды я начинаю, друзья, серию обзоров самых актуальных топовых направлений, которыми готовы удивлять нас команды талантливых мастеров модной индустрии. Не могу сказать, что подиумные новинки сегодня отличаются радикальной сменой тенденций. Однако во время дебютных презентаций коллекций во французской столице было представлено немало интересных модных идей. И первый тренд, на который стоит обратить внимание этой весной – цветная кожа. Так что отделаться базовым черным кожаным жакетом уже точно не выйдет. Стараниями Энтони Ваккарелло и Миуччи Прады в моде теперь кожа всех цветов радуги – от красного и ярко-желтого до глубокого синего и бургунди. Подобрать оттенок к лицу и составить стильный ансамбль в новом сезоне будет немного сложнее. Зато у нас с вами, друзья, появилось куда больше простора для творчества. В тренде как монохром, так и комбинация одежды разной по цвету. К тому же репертуар больше не ограничен стандартными куртками-косухами и плащами. Из цветной кожи на подиуме были представлены и рубашки, и брюки, а также юбки и платья. С этим вопросом неплохо справились дома моды Miu Miu, Saint Laurent, Hermès, Chloé, Off-White. Total Denim. Тренд проявил себя еще на неделе моды в Милане, но теперь окончательно ясно. Total-луки из денима, пожалуй, самая мощная тенденция на весну-лето 2023. Ностальгия по нулевым сегодня явно не торопится отступать, а дизайнеры и не думают от нее отказываться, наряжая модели на подиумных показах в стиле популярных звезд 20-летней давности. Вот, казалось бы, джинсовой одеждой уже никого не удивить. Но мэтры фэшн-индустрии очень старались. В итоге в линейках на теплый сезон появилась вываренная, будто выстиранная, видавшая виды джинса, из которой отшили все – вплоть до юбок, платьев, топов, пальто. А еще, помимо традиционных синих оттенков, деним, как, собственно, и наряды из кожи, окрасили в бутылочно-зеленый, горчичный, пепельно-серый. Примеры для выбора стильного лука лучше всего поискать в коллекциях Miu Miu и Givenchy. Прозрачные ткани. Этот непрактичный и абсолютно не универсальный тренд останется с нами, друзья, еще как минимум на один сезон. Поэтому не спешим убирать на дальнюю полку своего гардероба прозрачную одежду, если таковая, конечно, имеется. Многие французские, да и не только бренды, предложили широчайший спектр вариантов на тему прозрачности. От более скромных, не выставляющих все на показ моделей, до очень даже рискованных и замысловатых, которыми вполне можно шокировать. В общем, милые дамы, продолжаем прокачивать уверенность в себе. Она нам еще пригодится. Кстати, модную тему поддержали кружевные ансамбли, не менее прозрачная сетка и тончайший трикотаж. В эффектных нарядах под маркой Dior прозрачность тесно переплетается со средневековьем. Здесь при создании модной линейки Мария Грация Кюри вдохновляется историей жизни королевы Франции Екатерины Медичи. Виртуозное мастерство рукоделия, включая различные техники вышивки и плетения кружева, превосходно сочетается с натуральными органическими материалами. А с легкой подачей дизайнера чувственные, чарующие образы получили штрихи современного стиля. Большие детали. Многие бренды решили дополнить одежду крупными элементами. К примеру, в коллекции Ekris таковыми оказались огромные пуговицы, которые по хозяйке разместились на тренчах, платьях, жакетах, легких весенних пальто. Экипировка образов от Louis Vuitton однозначно претендует на роль арт-объектов. На топах и юбках масштабные бегунки и молнии. Те же пуговицы-блюдца, словно выросли в фотошопе. В воротники сшиты высокие ободы, на лямках сарафанов увеличенные в разы застежки от сумок. В линейке Miu Miu главным знаковым элементом стали карманы. Очень большие, объемные, в которые без труда можно уместить всю такую нужную нам мелочевку и даже припрятать целый бутерброд. Одежду с накладными карманами я уверенно назову must-have на теплый сезон.
Крупногабаритные карманы расположились на юбках, куртках, шортах, платьях, жакетах. А еще стали отдельным аксессуаром в виде широкого пояса, который иногда сможет даже заменить мини-юбку или же стать прекрасной альтернативой поясной сумке. Цветочный мотив. Да, тренд на флористику далеко не новый, и без него вряд ли прошел хотя бы один теплый сезон. Разве возможно нам с вами, друзья, отказаться от такой красоты весной и тем более летом? Особенно, когда дизайнеры, помимо знакомых всем цветочных принтов, находят столько вариантов переосмыслить эту очаровательную модную тенденцию, каждый раз поражая нас полетом фантазии и способами ее воплощения, не только в рисунке, но и в рукодельном творчестве. У бренда Loewe вся коллекция была построена вокруг антуриума, удивительного растения, окруженного различными мифами. Объемные бутоны распустились на одежде и обуви, игриво покачивались на сумках, а также огромный цветок, словно из-под земли, вырос во время шоу посреди подиума. Наряды от Dries Van Noten сплошь покрыты флористическим принтом. Наверняка понравится всем, кто не желает провести теплый сезон серой мышкой. Размытый акварельный рисунок по ткани мне напомнил популярный узор тай-дай. Правда, в сравнении с платьями Andrew Jean образы предыдущего бренда смотрятся гораздо скромнее. А здесь, друзья, мы с вами видим целое цветочное царство с невероятным калейдоскопом ярких красок. Вырезы и разрезы. Теперь они появляются даже в самых неожиданных местах. Круглые на животе, еще есть на плече или же под грудью, продольные и поперечные на спине и даже на коленках. Неделя высокой моды в Париже только подчеркнула популярный тренд, который был актуален и в прошлом сезоне. Здесь не обязательно соблюдать симметричность. Важно лишь не переборщить с акцентом. Пикантные вырезы в области бедер и талии добавились к кожаным платьям с очаровательными волнообразными оборками под маркой Chloé. У Жил Сандер главной фишкой выступили необработанные, словно разорванные края. В образах Off-White лидирует круг. Наряды с капюшоном. Судя по сложившейся на парижском подиуме тенденции, их явно пора добавить в список самых модных и стильных вещей весеннего гардероба и желанных покупок на теплый сезон. В особом почете, к примеру, у дома Сен-Лоран оказались платья с драпировкой и с капюшонами. В том же ключе выполнены брючные комбинезоны, трикотажные топы, тонкие свитеры. Причем часто одежду сопровождают достаточно открытые вырезы, обнажающие плечи, спину, живот. Повседневный гламур. Именно это название больше всего подходит к очередному изобретению дизайнеров. Перья, стразы, пайетки сменили свое амплуа, став сегодня атрибутом как вечерних нарядов, так и одежды на каждый день. Да, наша женщина наконец-то может позволить себе наряжаться не только по особому случаю. Ведь многим здорово приелся в моде минимализм. Например, в коллекции дома Шанель Вирджини Виар часто делает ставку на гламурное оформление образа. В линейке от Валентина Пьер Паоло Пичоли рекомендует комбинировать простой телесный топ с нарядной юбкой или с брюками, сплошь покрытыми гламурными перьями, сверкающей вышивкой, стразами или пайетками. Кутюрье уверен, щедрая порция красоты сейчас всем очень необходима. Что ж, в новом сезоне, возможно, не раз придется выбирать между базовыми вещами и избыточностью. Это относится и к ткани, и к цвету, и к пропорциям. Ведь мода, по сути, бесконечная гонка, в которой нам совсем не хочется быть в отстающих. Так что, мои дорогие зрители, давайте готовиться к лету прямо сейчас, пока еще есть немного времени поразмыслить и порассуждать, какая одежда из нашего шкафа лучше всего сработает в дуэте с трендовыми обновками. Большое спасибо всем за подписку на мой канал, теплые лайки, дельные советы, неравнодушные комментарии. Для меня это самая лучшая поддержка и стимул к созданию новых видео. Удачи вам в поиске своего идеального, стильного и модного образа, красоты и совершенства, мирного синего неба и яркого, весеннего, солнечного настроения.